Мама Егора ко мне обратилась с тем, что у ребенка детский церебральный паралич, причем очень серьезная стадия, спастический тетрапарез. Я начал заниматься с Егором, когда Егор 2 года было. 2 года. Сейчас Егор учится во 2 классе гимназии. Никто из преподавателей даже не знает, что у них учится ребенок, который смог избежать инвалидной коляски. Даже преподаватель физкультуры. Когда я пришел, мы сразу определили, какие мышцы вообще не двигаются, а какие двигаются чуть-чуть. Поэтому, значит, все упражнения были направлены не на те мышцы, которые двигаются чуть, не на руки, не на ноги, а самая проблема была на спине. То есть существует мышца актин-миозин. Если актин с миозином соединяется, то происходит сгибание. Если актин с миозином разъединяется, то происходит разгибание. То есть у ребенка с детским церебральным параличом, получается, нет выхода актина из миозина, то есть нет разгибания. Наша задача физически делать те упражнения, которые смогли бы хоть на миллиметр, но сдвинуть этот актин и миозин. То есть сила нашего воздействия должна быть чуть-чуть сильнее, чем этот отек актина и миозина. Если мы это достигнем, то ребенок с детским церебральным параличом будет ходить как нормальный человек. Я помню, как он первый раз пошел. Это, конечно, было чудо. Это после того, как мы пережили такие вещи, ребенок не мог двигаться вообще. Это забыть невозможно. Для того, чтобы вылечить больного ребенка с детским церебральным параличом, нужно в первую очередь посадить его на шпагаты. Кажется, что это фантастика и звучит как фантастически, но все это нужно делать очень-очень медленно, но постоянно. То есть каждый день занятия, каждый день, постоянно. Когда мы начали заниматься, и шпагаты стали получаться, сначала маленькие, там, градусов на 15, потом еще полгода занятий, еще побольше, потом 90 градусов уже был шпагат. И я тогда вот, конечно, начала уже верить, что если Николай Борисович говорит, что он посадит ребенка на полный шпагат, и что ребенок пойдет, я уже тогда начала верить, что в самом деле так и будет. Наша работа заключалась в том, чтобы сделать шпагаты. Сначала эти шпагаты получались небольшие, потом с несколько месяцев работы шпагаты становятся под 90 градусов. Потом полные шпагаты, как продольные, так и поперечные. Но при этом, когда делаешь шпагаты, нужно обязательно фиксировать руки, именно в том положении, в котором вы видите. Лечебный шпагат происходит только тогда, когда мы зафиксировали и верхний пояс тоже, если мы делаем это внизу. Вот, то есть мы шпагат делаем как поперечный, так и продольный. Все это нужно делать очень-очень медленно, и вы это сможете делать. Это смогут делать родители, вот эти все шпагаты, которые я показываю. Только нужно это все делать до того момента, как ребенок может вытерпеть. То есть вот вы сделали шпагаты, ребенок терпит, чуть-чуть больше, уже ребенок терпит. Значит, вы эти шпагаты уже не делаете. Потому что если вы делаете чуть больше шпагат, мышца так подтянет, что переломает головку большеберцовой кости. Я встаю коленями на грушевидные мышцы, которые находятся на ягодицах. То есть прямо на ягодицах находите самые плотные места, на них вставайте в спокойном состоянии, пока еще не делаете шпагат, вы встаете на колени и прижимаете эти грушевидные мышцы. Когда вы их прижали, после этого вы начинаете делать шпагат. Тогда грушевидная мышца не может подтянуться. Она находится в таком же вот растянутом состоянии. А наша задача как раз ее растянуть. То есть с мышцами ног вы бы справились, с мышцами рук вы бы справились, и ребенок бы справился. А проблема у детей с детским церебральным параличом находится в спине. То есть это мышцы ягодиц, спина и мышцы между лопаток, мышцы шеи. Вот там существует эта проблема. Николай Борисович продолжал занятия с Егором, и уже когда был момент, когда он увереннее ходил, и он начал залезать на веревочную лестницу даже, что в принципе не очень простая задача, я уже тогда понимала, что окончательное выздоровление – это вопрос тренировок. Уже была уверенность, что все будет хорошо. В первую очередь, конечно, это было желание родителей. Но любой родитель может даже не ко мне не обращаться. Любой родитель должен посмотреть, вот как я это делаю. Это, в принципе, может сделать каждый родитель. Также зафиксировать ребенка, делать те же самые упражнения, которые я делаю. То есть не только шпагаты. Вот мы сейчас видим, как ребенок сам начинает подниматься и опускаться. Методики, которые вот вы сейчас видите, я поставил на ноги 5
детей с детским церебральным параличом. Хотя ко мне обращались с тем, чтобы я поставил на ноги, ну, где-то родителей 20. Но у этих 5 хватило желания довести дело до конца. Ведь делать 4 года или 5 лет ежедневно, 2 раза в день, в течение такого длительного времени, конечно, мало кто захочет это делать. А вот кто захочет, вот и получится. То есть у тех 15, которые делали год, 1,5, да, там были улучшения. Но такого, что вот полностью довести ребенка до конца, это должно быть желание родителей, в первую очередь родителей. Успех зависит, первое, от регулярности занятий. То есть вы должны с ребенком заниматься каждый день. Сколько на это уходит времени? При той тяжелой форме, которая существует, обычно уходит 2-3, ну, максимум 4 года. Если вы будете делать это ежедневно и по той методике, которая существует. Если форма детского церебрального паралича легче, то, соответственно, и легче будет выход из этой ситуации. Нормализация будет происходить каждый месяц. Вы каждый месяц будете увидеть улучшение. Если спросить у Егора, он совершенно ничего не помнит. Было у него что-то, не было у него что-то. Вот он ходит в школу, и он счастлив. В школе я учусь, делаю домашнюю работу. Мне нравятся предметы литература, музыка, физкультура. Я катаюсь на роликах, на велосипеде. Я хожу в театральный кружок, на греко-римскую борьбу, на шитье. Я получаю 7, 8, 6 получаю. В четверти у меня вышло по физкультуре 7. Это только родителям, И мне видно, какое чудо или волшебство, или я не знаю, как это назвать, мы сделали. И холодно так, и чисто, и светлый канал волнист. Из дерева с легким свистом слетает прохладный лист. Словно душа простая проносится в мире чудес, как птиц одиноких стая под куполом белых небес. Массаж Москва. Массажный центр клиники Николая Никонова. Эменда.